У меня никогда не было особо какой-то ярко выраженной гражданской или политической позиции. Вот. И возможно, что отсутствие этой позиции, оно и привело к тому, к чему мы пришли. Политическая активность, там, я не знаю, феминизм, проблемы беженцев и так далее. Ну, вот ряд таких насущных социально-политических проблем, которые художники отражают в своих работах. Если ты их не отражаешь, то ты как бы где-то на периферии, то есть тебя не зовут на большие выставки и так далее. И вот мысль, которая появилась в связи с произошедшим, что, возможно, действительно функция искусства, как бы принятая вот сейчас в Европе, она в том числе не дает произойти в Европе тому, что произошло у нас здесь, в России. И вот эта разница, это как бы внутренний конфликт, который я чувствую внутри себя, и я не могу для него себя однозначно решить, потому что как бы все равно меня волновали общие вопросы экзистенциального характера, и как бы они не могут не волновать, но ответственность художника и ответственность искусства перед ситуацией как бы из этого вытекает, да. Здравствуйте, меня зовут Кузькин Андрей Александрович, я художник, 1979 года рождения, 42 года, российское гражданство, город Москва, русский по паспорту, а так бабушка еврейка и дедушка еврей с разных сторон. Мое отношение к национальности русский изменилось, в смысле, самоощущение изменилось. Потому что я всегда, я себя считал все-таки русским художником и думал, что я понимаю какие-то культурные особенности, какие-то особенности национального характера и так далее. И мне это самому было близко и интересно. Я себя, в принципе, не мыслил каким-то международным художником, именно, так или иначе эксплуатировал эту национальную идентичность. А сейчас думать в эту сторону совершенно невозможно, потому что все произошедшее дискредитировало, так сказать, самоощущение себя именно как русского. И наоборот, хочется каким-то образом дистанцироваться, и очень сложно это дается. Я нахожусь в Москве, в своей мастерской-квартире. Почему я здесь нахожусь? Почему я не уехал? Потому что это, наверное, вытекает из предыдущего вопроса, потому что все-таки я работаю внутри русской культуры, внутри русского языка, связей с западными галереями или какими-то институциями у меня не очень много, при том, что я поездил с выставками в свое время. Но я никогда не думал о том, что я смогу жить и работать где-то еще. И сейчас ситуация подвешенная, я не исключаю варианты иммиграции. Все закрылось, ни о каких значимых выставках, на которые придет большое количество людей, говорить не приходится. У меня у самого отменилась одна выставка, которая планировалась на ноябрь этого года. Большая значимая выставка, которая готовилась много лет. И единственный способ существования – это, асоциальный, в смысле закрытый, замкнутый. И мой, не знаю, психологический мой характер, он синусоидальный, в смысле того, что иногда мне нужна эта закрытость, но после каждой закрытости нужно, наоборот, как-то выходить на люди. И с этим выходом на люди сейчас большие проблемы. Формировать какую-то андеграундную среду тоже пока об этом речь не идет, еще слишком мало времени пришло. Если думать про какие-то исторические аналогии с Советским Союзом, с нонконформистами и так далее. Все-таки я уже приучился мыслить в масштабе каких-то больших проектов, больших выставок.
Я узнал, что началась война из обращения Путина к народу об этой спецоперации, о том 24 февраля. Ну, было все понятно уже тогда. Вот. Ну, при этом большинство моих друзей, моего круга до последнего не верило в то, что когда я говорил, что танки пойдут на Киев, они говорили, ты что, идиот, что ли, какие танки? Ну, были предположения, что остановятся как бы на Донбассе, ну, вот там будет какая-то линия, вот, но то, что это развернется именно вот так на всю Украину, как бы вот это вторжение, об этом никто... Ну, из моего круга, из моих знакомых никто об этом не... Это было как снег на голову, и все были в шоке от этого. Бомбежка Мариуполя, все эти кадры с разбомбленными домами, вот. Ну, все эти маркеры, все их знают, там, роддом, вот. Потом этот драмтеатр, вот, при том, что вышло видео еще до этого с кучей народу там, вот. И потом Буча, вот. Ну и при этом там еще несколько населенных пунктов, где творилось то же самое. Позавчера я разговаривал со своим другом, который как бы мониторит и ту, и другую сторону, даже, может быть, нашу больше, чем украинскую, и просто по военной аналитике, что, как бы, какое продолжение. Но сейчас будет какая-то, по его, то, о чем он еще говорил месяц назад, что будет вот это большое сражение, которое, ну, будет показывать некий исход, ну, продолжение войны, исход войны, не знаю, типа Курской дуги или вот Прохоровка, там, ну, вот то, что было во Второй мировой, да. То есть танковое с применением больших сил, и пехоты, и танков, и так далее. Вот, и вот оно уже, вот оно началось, оно сейчас вот уже все началось, это где-то Донецк, где-то Днепропетровск, вот. Типа к маю вот они займут какие-то, ну, что-то отобьют и займут какой-то, вот соединится вот этот весь коридор, Крым, там, это самое Азовское море, ну и вот это вся часть. Вот, и дальше будет такой стоп, вот. Перемирие, не перемирие, ну, скорее всего, не перемирие, а просто перегруппировка и так далее. Вот, и типа до августа вот будет что-то вяло текущее, а в августе попрутся опять. Ну, как бы казалось, что ушли те времена, когда люди готовы умирать за идею. Вот. Но при этом эти люди в кабинетах, они умирать-то не готовы за идею. Они готовы убивать других за какие-то идеи. Вот. А вот именно готовых идти на Украину воевать людей именно из идейных соображений, я думаю, что их очень мало. Вот. Вот. Да, ну, может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Ну, родственников в Украине нет. Вот, есть знакомые, более близкие, менее близкие. Вот, несколько человек есть, да. Во-первых, наверное, это художник Владислав Краснощек. По профессии челюстно-лицевой хирург, и он проработал много-много лет в скорой помощи. И, ну, как прославился, можно сказать, своими фотографиями из быта скорой помощи. Вот, он снимает это в таком немножко, ну, я не знаю, как сказать, профессионально, но, наверное, ретро немножко ключе. Это пленка черно-белая, без каких-то подробностей, там все как бы чуть-чуть не в резкости. Вот, и его серия «Больничка», она ее выставляла открытая галерея Наташа Тамручи, вот, и потом была напечатана книга, и она прокатилась по Европе, и прям была супер замечена, очень классно. А сейчас он опять достал камеру и фотографирует Харьков. Вот мы с ним списывались, и, ну, говорит, канонада, ну, последнюю, наверное, неделю где-то назад мы с ним разговаривали, ну, списывались через Телеграм. Ну, канонада, говорит, ну, и уезжать 24/7 бомбят, вот, но уезжать не собирается, как бы, хочу смотреть, хочу здесь находиться, как бы, хотя возможность, наверное, была, своих там родственников, детей, он написал пост, как он отправлял через коридоры, как они уезжали на поезде еще, вот. Второй друг, знакомый, это такой Сусанин, но это его как бы творческий псевдоним, кличка. Он диггер и верхолаз, и такой панк, совершенно не привязанный ни к чему,
Вот. И он всю жизнь, его основное занятие, любовь, это вот лазить, везде лазить, по всем, в основном подземелье. Вот. В какой-то момент, несколько лет назад, года 3, наверное, назад, он встретил какого-то товарища, который решил все это снимать на телефон для начала. Вот. И в результате это все, он стал супер популярным блогером, у него канал на YouTube, он уже с этими вылазками, ну, при этом он не выезжал никуда за территорию БССР до этого, он автостопщик еще, приезжал как-то в Москву, работал курьером, ну, как бы деньги вообще не, как бы, ну, чуть-чуть заработал, поехал дальше, ну, вот как такой же, абсолютно свободный, открытый человек. Тоже я с ним связывался, он где-то в Карпатах, ну, в западной части Украины, в общем, там все более-менее спокойно, как-то он там живет. На что приходится закрывать глаза? На букву Z. На ощущение того, что ты бессмысленный трус, который не может ничего сделать с этой ситуацией. Ну, это распространенная вот эта фраза, все эти интервьюеры у блогеров вот говорят, что вот главное посмотреть, не боя, ну, как бы, чтобы тебе было не стыдно смотреть в зеркало. Вот. Ну, мне пока не стыдно смотреть в зеркало, на себя я как бы смотрю, постричься, наверное, надо, чтобы было не так стыдно тоже смотреть на себя в зеркало. Закрывать глаза. Кто-то стал сразу уезжать или планировать отъезд, ну, какие-то стали как бы, ну, с экономикой стало сразу что-то происходить, там, курс стал расти, ну, стали думать о том, как сберечь какие-то средства, там, я не знаю, помочь закупаться лекарствами, потому что, ну, была опасность того, что их не будет, ну, и прочее, вот это все. И я думаю о том, чтобы уехать, но пока у меня нет каких-то конкретного плана, конкретной страны. Вот. У меня здесь находятся родители и дети. Вот. Дети, скорее всего, тоже уедут со временем. Ну, сейчас они собираются вот в Армению. Ну, это просто как туристическая поездка, посмотреть, подышать просто другим воздухом. Вот. Но сыну 14 лет, и естественно, что он не пойдет в российскую армию, вот, и этот вопрос будет как-то решаться. Вот. А у них есть возможность эмигрировать в Израиль. На сегодняшний день я не планирую никуда уезжать, вот, но ситуация может измениться. В принципе, еще в довоенное время я что-то предполагал, что такой сценарий моей жизни возможен, что я могу уехать, там, грубо говоря, в деревню куда-то и прожить там оставшуюся жизнь, но не знаю, все это в теории, не знаю, что это на практике. Вот. В этом смысле, я достаточно растерянно себя чувствую, сложно планировать что-либо. Это крупное село с домом культуры, с библиотекой. И я состою в группе ВКонтакте, и вот у них там проходят какие-то утренники детские с этими буквами Z и так далее. Вот. И я понимаю, что есть опасность, приехав в сельскую местность, столкнуться с вот этим вот любовью народа к нашему правителю и всему, что он делает. Вот. И есть такая опасность. Вот. Другое дело, что я все равно живу довольно замкнутый в своем доме. Можно это как-то дистанцироваться от этого. И та деревня, в которую я еду, она меньше. Там нет ни администрации, есть частный маленький магазинчик и все такое прочее. Я говорю, да, я как эгоист, как художник, говорю о себе, да, подумайте о людях, которые сейчас потеряли своих родных, близких, у которых оторваны руки, ноги и прочие, разбомблены дома и так далее, да, то, о чем нам говорят, что сравни свое горе, там, свои проблемы и их проблемы. Это несравнимо, да. Но, во-первых, ты постоянно испытываешь психологическое давление от того, что ты находишься внутри страны, которая ведет войну агрессивную, захватническую, да. Вот. И забыть об этом практически невозможно. Какая-то социализация в виде каких-то выставок и проектов, она
прекратилась, либо утратила всякий смысл, то есть при том, что меня даже, может, иногда приглашают участвовать в каких-то выставках, но я не вижу смысла и в этом абсолютно никакого, кроме как делать какие-то яркие антивоенные работы, но понятно, что ни одна институция сейчас не готова пойти на такой риск, чтобы выставлять эти работы. Чувство вины, да, есть, вот, но я много сейчас об этом думаю, о некой... Я никогда не любил слово ответственность, нести ответственность за что-то. Я могу нести ответственность за собственные какие-то проекты, да, за собственные работы в той или иной степени. Это единственное. А вот у меня никогда не было особо какой-то ярко выраженной гражданской или политической позиции. Вот. И возможно, что отсутствие этой позиции, оно и привело к тому, у большинства русских людей, вот, оно и привело к тому, к чему мы пришли. Вот. И естественно, что в этом есть моя вина. Другое дело, что я не могу себя как-то внутри, переделать, чтобы стать, каким-то активным гражданином, я не знаю, активным борцом за, не знаю что, светлое будущее или против всего плохого за все хорошее. Вот, потому что какая-то степень аутизма в моей деятельности, она присутствует. Вот. И вот этот внутренний конфликт, он, в общем, тоже в каком-то смысле меня разъедает, потому что мое представление об искусстве, да, вот в Европе сейчас, и в Америке, наверное, в той или иной степени есть общие тренды. Если ты им не следуешь, то тебя как художника по сути не существует. То есть эти тренды, это как раз какая-то политическая активность, там, я не знаю, феминизм, проблемы беженцев и так далее. Ряд таких насущных социально-политических проблем, которые художники отражают в своих работах. Если ты их не отражаешь, то ты где-то на периферии, то есть тебя не зовут на большие выставки и так далее. Для меня искусство всегда было... В этом есть некая все равно, не знаю, политика и пропаганда или что-то такое. Для меня всегда искусство было шире. Вот. И я в своем искусстве иногда акцентировал на какие-то внимание на каких-то моментах социально-политических, но они никогда не занимали большую часть моего искусства. То есть искусство это шире, это и про метафизику, и про жизнь и смерть, про время, про какие-то более общие философские вопросы экзистенциального характера, которые меня волновали. Вот. И вот мысль, которая появилась в связи с произошедшим, что, возможно, действительно, функция искусства, принятая вот сейчас в Европе, она в том числе не дает произойти в Европе тому, что произошло у нас здесь, в России. Вот. И что, возможно, это моя необразованность, несостоятельность не давала мне, не знаю, любить или внимательно относиться к этим проектам. Вот. И вот эта разница, это внутренний конфликт, который я чувствую внутри себя, и я не могу для него себя однозначно решить, потому что все равно меня волновали общие вопросы экзистенциального характера, и они не могут не волновать, но ответственность художника и ответственность искусства перед ситуацией из этого вытекает, да. Несколько лет назад я делал большой проект, который «Молельщики и герои», который так или иначе связан с этим чувством беспомощности и страха, и который в нашем государстве мы переживаем неоднократно, это не только сейчас, это было энное количество лет назад, можно вспомнить сталинское время, да, что если ты попал в неправильное место в неправильное время, то тебя уничтожат, и если ты не медийная личность, об этом вообще никто не узнает, и что мы продолжаем жить в то же время, просто процент вот этих вот случаев, он немного он меньше, чем был при Сталине. Сейчас он растет в разы, как тех, которые против войны, и те, кто в той или иной степени поддерживает. Я думаю, что многими из них движет страх того, что если ты не будешь поддерживать, то за тобой придут, и у тебя будут проблемы. Ко мне приходили, стучались в окна. Вот.
милиционеры, полицейские после митинга. Это было очень неприятное чувство, это было впервые в моей жизни. У меня была работа, где были три ключевых слова, довольно крупно написаны: ложь, страх, смерть. Вот. И они последовательно произносятся последовательно, и как бы вот последовательно ложь провоцирует страх, вот, а ложь со страхом, она приводит к какому омертвлению, смерти, ну, во всех смыслах, и в первую очередь в каком-то духовном смысле. При этом мало кто готов жертвовать своей жизнью, своим благополучием, вот, ради того, чтобы как бы ситуация как-то менялась изнутри страны, я имею в виду. Вот, чтобы не жить в этом страхе. Ну, мало кто в это верит, что это возможно. Вот. Я восхищаюсь людьми, которые не боятся, продолжают не бояться и продолжают высказывать свою позицию и бороться против этой власти, против той ситуации, в которой мы все оказались. Вот.